Всем привет, меня зовут Маша Хейла, и в этом видео я покажу вам, как посадить вот этот корсет на любую фигуру без сложных вычислений. Начинаем вязать чашки в технике поперечного вязания. Сверху мы вяжем в каждом ряду с прибавками, а снизу без убавок до середины. После середины мы вяжем убавки и сверху, и снизу. Вяжу из пряжи Drop Safran. Для большей поддержки можно использовать более плотную пряжу Sim Hawaii. Начинаем, как обычно, с узелка. Далее формируем цепочку основания. Для этого провязываем 2 воздушные петли и в самую первую мы провязываем столбик без накида. Теперь помимо петли на крючке у нас есть 2 петельки, и в крайнюю левую мы продеваем крючок и провязываем столбик без накида. Далее каждый раз мы будем действовать точно так же. У нас есть 2 петельки, и в крайнюю левую мы вставляем крючок и провязываем столбик без накида. Такая цепочка практически не дает дальнейшего растяжения, поэтому она так удобна. Вам не нужно делать каких-то сложных вычислений для начала вязания, можно просто приложить данную цепочку к телу, и все будет понятно, сколько еще нужно провязать. Далее переворачиваем изделие и вяжем 3 столбика без накида за обе полупетли. Это будет верхняя кромка изделия, не забывайте провязывать ее в каждом ряду. Внизу чашки такой кромки не будет. Далее мы провязываем полустолбики с накидом за заднюю полупетлю до конца ряда. Этот ряд мы вяжем без прибавок. Если у вас размер груди большой, вы можете связать без прибавок 3 или 4 ряда. В конце ряда не забывайте убедиться, что вы провязываете последний полустолбик с накидом. Дальше провязываем петлю подъема, переворачиваем и вяжем в самую первую петлю полустолбик с накидом. Провязываем опять за заднюю полупетлю. Вяжем до конца ряда, и последние 3 столбика без накида мы провязываем за обе полупетли, так как это часть верхней кромки. Теперь делаем петлю подъема, переворачиваем на себя. Опять провязываем 3 столбика без накида. И затем у нас начинаются прибавки. Мы провязываем 2 полустолбика с накидом в одну петлю сразу после кромки. Так мы провязываем в каждом ряду. Под кромкой у нас всегда будет идти прибавка. Так ровно до середины. В каждом ряду я делала прибавку. Внизу прибавок не было. По середине мы провязываем один ряд без прибавок и убавок. Сначала у нас идет кромка, как обычно, это 3 столбика без накида.
И затем мы провязываем полустолбики с накидом за заднюю полупетлю. И так до конца ряда. В зависимости от формы вашей груди вы можете начать убавки снизу чашки либо через 4 ряда после середины, либо сразу же. Как видите, на синей чашке я начала делать убавки с нижнего края только после маркера. Убавки по нижнему краю делаются точно так же. Накид, за заднюю полупетлю захватываем рабочую нить, в следующую заднюю полупетлю опять захватываем рабочую нить и продеваем сквозь все петельки на крючки. И теперь делаем полустолбики с накидом до конца ряда. В конце ряда мы делаем убавку точно так же. И затем провязываем кромку. 3 столбика без накида за обе полупетли. Делаем петлю подъема, разворачиваем на себя, опять провязываем кромку. И делаем убавку за 2 задние полупетли. Далее вяжем полустолбики с накидом до конца ряда. Когда мы вяжем ряд сверху вниз, у нас убавки нету внизу. Убавка снизу у нас идет только когда мы вяжем снизу вверх. Вот сейчас, в этом месте. Это делается для того, чтобы у вас сужение снизу было не таким сильным, как сверху. По верхней части у нас идут убавки в каждом ряду. И снизу вверх, когда мы вяжем, и сверху вниз. Подытожим. По верхней части чашки у нас после середины идут убавки в каждом ряду, а с нижней части либо после середины, либо через 4 ряда после середины у нас идут убавки через ряд. Далее мы обе чашки между собой сшиваем. Я делала это иглой. Соединяем чашки соединительным столбиком. Провязываем еще один соединительный столбик и переворачиваем на себя изделие. Провязываем 4 полустолбика с накидом, заводя крючок под соединительную петлю. Теперь мы первую петельку пропускаем и вяжем соединительный столбик в следующую. Закончили ряд, и теперь нужно провязать еще 2 соединительных столбика для подъема. Переворачиваем на себя. 2 петли мы пропускаем и провязываем в третью полустолбик с накидом. Далее мы провязываем еще один полустолбик с накидом. И теперь нам нужно провязать 2 полустолбика с накидом не как обычно за обе полупетли или за заднюю полупетлю, а захватывая вот таким образом позади столбик предыдущего ряда. Посмотрите еще раз. Мы заводим крючок под столбик предыдущего ряда,
Захватываем рабочую нить и провязываем, как обычно, полустолбик с накидом. Теперь вяжем полустолбик с накидом, обычный, и делаем прибавку. В эту же петлю мы провязываем еще один полустолбик с накидом. В конце ряда мы пропускаем одну петлю и провязываем соединительный столбик, чтобы закончить ряд. Далее провязываем еще 2 соединительных столбика для подъема. Теперь мы опять пропускаем 2 петли и в третью за обе полупетли мы провязываем полустолбик с накидом. Далее провязываем еще 2 полустолбика с накидом за обе полупетли. Теперь нам нужно провязать опять 2 полустолбика с накидом под столбиком, но уже заводя крючок сзади. До этого мы заводили крючок спереди, а теперь сзади, для того чтобы у нас рисунок оставался на лицевой стороне. Для удобства я развернула немного на себя изделие лицевой стороной и прямо под столбик завожу крючок и провязываю полустолбик с накидом. Далее я провязываю обычные полустолбики с накидом за обе полупетли. В конце ряда делаю прибавку. И опять пропускаю петельку и в следующую петлю провязываю соединительный столбик, закончив ряд. Далее делаю 2 соединительных столбика для подъема. Теперь мы провязываем второй и третий ряд поочередно, постепенно увеличивая количество столбиков в ряду. Провязываем последний ряд. Вяжем ряды, чтобы у нас получилась прямая линия. Теперь начинаем вязать с изнаночной стороны. Подсоединяем новую нить. Вяжем 2 петли подъема
И затем в эту же петлю мы провязываем полустолбик с накидом. Далее равномерно провязываем полустолбики с накидом ровно до середины. И опять провязываем полустолбики с накидом, которые у нас формируют корсетную линию посередине. Для этого мы заводим крючок под столбик и провязываем дальше, как обычно. До конца ряда вяжем полустолбики с накидом. В конце ряда мы провязываем 2 петли подъема, переворачиваем изделие на себя. В эту же петлю мы провязываем полустолбик с накидом для ровного края. И дальше мы вяжем ровно до середины чашки. В этом месте мы начнем еще одну корсетную линию. Провязываем полустолбик с накидом, заводя крючок за столбик. Начинаем с лицевой стороны. И таким же образом мы провязываем второй полустолбик. Тоже с накидом. Так же, как мы это делали до этого между чашечками. Теперь провязываем обычные полустолбики с накидом до середины. Провязываем среднюю корсетную линию точно так же. Вяжем полустолбики с накидом до середины следующей чашки. И здесь точно так же симметрично мы провязываем еще одну третью корсетную линию. С лицевой стороны мы заводим крючок под столбик предыдущего ряда и провязываем полустолбик с накидом. Вяжем до нужной нам длины. Дальше будем вязать задние детали боковые, которые я выделила пунктиром. Присоединяем к верху чашечки новую нить. В эту же петлю вяжем столбик без накида. До конца ряда вяжем столбики без накида. И, внимание, вам нужно будет их посчитать, запомнить, для того, чтобы с другой стороны связать точно такое же количество. В конце ряда вяжем петлю подъема, переворачиваем на себя. В эту же петлю провязываем полустолбик с накидом. Итак, мы вяжем полустолбики с накидом до конца ряда и далее. Для размера XS, S для узкой спины я рекомендую провязать примерно 7-8 сантиметров. Если у вас спина не узкая, пошире, или объем груди более широкий, то я рекомендую вязать уже примерно каждую деталь 11, 12, 13 сантиметров. Провязываем крепление для завязок. Вяжем 2 петли подъема, переворачиваем изделие и в эту же петлю провязываем полустолбик с накидом. Здесь я немножко ошиблась. Провязываем еще один полустолбик с накидом.
И теперь вяжем 2 воздушные петли. Пропускаем 2 петли снизу и в третью мы провязываем полустолбик с накидом. Далее провяжите 5 или 6 таких отверстий равномерно по всей длине, оставляя между ними одинаковое количество полустолбиков с накидом. Нижний край изделия я обвязала соединительным столбиком. Ровно посередине чашки я начинаю провязывать лямочку. Присоединяю нить. В эту же петлю провязываю столбик без накида. И вяжу еще 2 столбика без накида, а затем делаю петлю подъема и переворачиваю. Далее повторяю 3 столбика без накида. Так до нужной мне длины. Если вязать из этой пряжи, то лямочка у вас растянется примерно еще 5 сантиметров, поэтому закладывайте растяжение. Присоединяю лямочку с помощью соединительных столбиков с изнаночной стороны. Теперь начинаем вязать с каждой стороны завязки. Присоединяем нить и вяжем воздушную цепочку примерно 150 сантиметров. В конце мы разворачиваемся, пропускаем одну петлю и во второй мы провязываем соединительный столбик. Итак, с помощью соединительных столбиков мы довязываем до конца. И вот что у нас получилось. Подписывайтесь на меня в Telegram, чтобы быть в курсе новостей.